Однажды, когда я была маленькой, родители устроили поездку по Швеции и Норвегии. Мы долго ездили по разным красивым местам в машине. Во время поездок я смотрела на виды за окном, вырисовывала что-то на замутненном стекле и выдумывала себе разные истории о троллях и пиратах. Иногда мама сердилась на папу, потому что он куда-то слишком резко поворачивал, и он обижался, а я их слушала. Но чаще мы слушали музыку. Мама любила оперу и Шопена, а папа Баха и джаз. А я больше всего любила песни. И поскольку я часто отстаивала свое, мы многое переслушали от Никитиных до Гарича. Я любила громко орать из заднего сиденья, что на далекой Амазонке не бывало никогда. Потом плавно приходила к моей тоске по Бричмуле и распевала какой-то Александре о ясне, которая еще надышится Москвой. Особенно мне нравилась какая-то странная песня о баклажане. В ней был какой-то непонятный диалог. Кто-то разговаривал с Леонидом, что-то было о бровях и усах. А припев пелся так: «Джан-джан-джан, джан-джан-джан, дунем-плюнем, в рот засунем целый баклажан». Мне эта песня очень нравилась, я все ее слова знала наизусть. Только я в ней ничего понять не могла. Кто такой Леонид? Почему там откуда-то взялся Сталин? Что такое Магадан? И при чем тут баклажан? Я вообще многого не понимала в русских песнях и разговорах. И когда с чем-то непонятным сталкивалась, лезла к папе с вопросом. «Папа, что такое Катцо? А кто такой Бродский? Где это он сидел? И что такое Чайбалсан? А Биробиджан? А кадриль?» Чаще всего меня, конечно, интересовало не это, а совсем другое. Папа, каким ты был, когда ты был маленьким? Ты ходил в школу? Ты с кем-нибудь дрался? А какой у тебя был дом? Папа на такие вопросы любил отвечать так: «Это для меня слишком сложно». А чаще «Я не помню. Папа твой стал старенький. То есть отстань, не мешай». Но иногда он все же что-то рассказывал о том, как ходил в походы со своим папой, о том, как занимался математикой в кружке, о том, как в школе однажды подрался с учительницей физкультуры. Рассказывали часто и разные знакомые, и хоть они не все, что говорили, объясняли, что-то я все-таки усвоила. Так я узнала о том, как Юра Гандельсман уехал из домашнего Ташкента в Москву в Несинское училище, когда ему было 15 лет, со скрипкой, завернутой в газету «Правда». Об ужасных московских роддомах, где рожала Лена Трахтенберг, и о том, как Иван Павлович ребенком ходил на охоту в сибирский лес, где однажды встретил медведя. Много лет я собирала разные осколки этой непонятной мне советской жизни. В голове воцарилась страна Россия и город Москва, уже не сказочные, но и не точно настоящие. У меня медленно составилось какое-то псевдогеографическое понимание этого города. Папа родился на улице Семашко. Где-то царил Мехмат, консерватория и ЦМШ. Между всем этим истекалась улица Арбат, странное название, а на Патриарших прудах сатана беседовал с Берлиозом, перед тем, как трамвай отрубил ему голову. И так все по своим местам. И эта Москва имела большое присутствие в моей жизни. По вечерам собирались знакомые родители вокруг нашего стола, пили допоздна красное вино и чай. И между ними, чуть ли над столом, появлялся этот пропавший мир, который в такие вечера вновь воскресал и начинал жить. Сидевшие люди 70-х, люди чаще всего из Москвы и обычно выпускники Мехмата, которые почти всегда были евреями, спорили, шутили и рассказывали истории, которые всегда были пропитаны ностальгией. У них на плечах таились привидения. Они разговаривали и дышали прошлым. И когда я поняла, что эти люди, увы, уже не молоды, это папина «не помню» меня стало очень пугать. Что будет с этим миром, оживавшим по вечерам? Он же забудется, пропадет из истории? И что, все исчезнет? Ведь папа уже забыл, а я еще не поняла.